Ком в горле, странное ощущение в животе, кружится голова и тяжело дышать. Необоснованный страх, который заполняет все мысли. Что-то плохое точно случится именно сейчас. Нет, я опозорюсь. Все Со будут мной что-то не смеяться. так. Я выгляжу С моей странно. мамой сейчас Что-то плохое точно должно случиться. Если подобные мысли вам знакомы, то, надеюсь, это видео будет для вас очень актуальным. Я уже давно планировала снять подобное видео, но все никак не могла набраться сил. На своем канале я уже рассказывала про социофобию и свой опыт, по крайней мере, с чем-то очень на это похожим. Вы можете посмотреть его здесь, а также можете глянуть в мои социальные сети. Я очень много там делюсь всяким личным. Я думаю, сейчас, на самом деле, для многих людей эта тема очень актуальна, ведь мы живем в очень непростое время. Мы живем в современном мире, где получаем огромное количество информации каждый день. И если вы читаете новости и вообще в курсе всего, что происходит в мире, то, думаю, прекрасно понимаете, как все эти новости сказываются на ментальном здоровье. Давайте же все-таки проясним, что такое тревожность. А также я хочу дисклеймером предупредить, что я не врач, не психиатр, не психотерапевт и даже не психолог. Я точно такой же, как и вы, простой человек, живущий рука об руку с тревожностью. И просто хочу поделиться своим опытом и небольшими советами, которые помогают мне, базируясь на своем личном опыте. И, пожалуйста, если вы находите за собой те или иные симптомы тревожности, тревожного расстройства, панических атак, и если у вас есть возможность и средства, обратитесь к профессионалу. Итак, что же такое тревожность? Если говорить простым языком, то тревожность — это реакция центральной нервной системы, которую вы не можете контролировать самостоятельно. По сути, эта реакция — это своего рода сигнальная система, которая срабатывает, когда мозг и нервная система реагируют на угрозу или опасность. И загвоздка в том, что опасность не всегда должна быть реальной. Наш мозг просто посылает нам сигналы о том, что наша жизнь находится под угрозой, и организм на это соответствующе реагирует. Именно поэтому вы ощущаете такое чувство тревожности. Именно поэтому и тревожность у всех может проявляться совершенно по-разному. И чаще всего самые яркие периоды тревожности происходят в подростковом возрасте и вообще в среднем до 30 лет. Ну, естественно, когда есть какие-то триггеры, неприятные ситуации, то состояние может ухудшаться. Физиологическими симптомами тревожности могут быть затрудненное дыхание, частое сердцебиение, странные ощущения в животе, потливость, слабость, ощущение сдавленности груди и даже боль в сердце. А также психологически вы можете себя ощущать немного потерянным и ощущать чувство страха. Тревожность может иметь самые разные виды. Например, может быть прямо тревожное расстройство, когда эти симптомы вам уже мешают жить. Либо же тревожность может проявляться как просто небольшие всплески или панические атаки. Естественно, частота и интенсивность варьируются сугубо от человека к человеку. Что ж, мне диагноз никто не ставил, я не ходила к терапевтам, не по причине того, что я не хочу или не нуждаюсь, просто не было средств. И в своем прошлом видео я уже упоминала часть, в принципе, тревожности, которая у меня проявлялась именно в социальной тревожности, то есть я чувствовала себя очень напряжено именно когда социализировалась с кем-то. Но мне так повезло, что я могу испытывать тревожность и вне социальных взаимодействий. И знаете, до 2022 года я, в принципе, думала, что мы с тревожностью наконец-то пошли по разным путям. Не то чтобы я совершенно не ощущала себя тревожно, прям все время чувствовала себя прекрасно, нет. Просто мне казалось это уже какой-то более подконтрольной темой, и несмотря на всякие коронавирусы и так далее, мне казалось, что я чувствую себя морально гораздо лучше. Но, естественно, пришел наш любимый год. Не мне, конечно, жаловаться, живя в Париже, но, тем не менее, даже для меня это был большой стресс, и это
этот год пока что самый худший в моей жизни. Но мы здесь не про жалобы говорим. Именно в этом году я вновь начала ощущать панические атаки и постоянную тревожность, которая, как казалось, иногда даже необоснованная. И так как я готовилась к этому видео, естественно, я начала очень много читать про это и осознала даже некоторые вещи о себе. Вообще забавно, что чем больше вы читаете про ментальное здоровье, тем больше вы осознаете и узнаете о себе всяких новых фактов. Знаете, еще в школе я узнала, что у меня есть небольшие проблемы с тревожностью. А помогло мне это осознать именно то, что я постоянно смотрела различные интервью с актрисами, и многие из них говорили, что у них тоже вот была тревожность. Тем не менее, даже в этом году я узнала о себе некоторые новые вещи, про которые хочу рассказать. Итак, до 2 класса все было нормально, но в принципе я была маленьким ребенком, что может пойти не так сказать. Во 2 классе я перешла в новую школу и с самого начала начала чуть больше закрываться, ведь, по-моему, мои одноклассники и одноклассницы уже были знакомы с 1 класса, а я была такой новенькой и как-то ощущала больше давления. И, в общем, у меня были тоже какие-то проблемы социальные, как я уже сказала. То были друзья, то их не было, и худший период был именно в 8 классе, в средней школе. Нет, точнее в 9. И дело в том, что я переехала во Францию в 9 классе, но я переехала в феврале. И до февраля-января я училась в 9 классе в той школе, которую я провела целых 8 лет. И в тот момент я очень сильно ото всех отдалилась. У меня была подружка в классе, но она как-то начала общаться больше с другими. В общем, грубо говоря, у меня не было особо друзей в школе. И я знала, что скоро буду уезжать. Поэтому мотивации ходить в школу у меня, в принципе, не было. И именно в этот период я впервые сама нелегально прогуливала школу и вообще очень много отсутствовала. И очень часто по утрам я могла проснуться и почувствовать очень сильное чувство тревожности. Мне настолько не хотелось идти в школу. Каждый раз, когда я думала о том, что я сижу там, меня что-то спрашивает учительница, меня спрашивает что-то одноклассница, мне становилось так плохо, что мне аж физически было неприятно. И частенько я подходила к маме утром, она еще спала, и чуть ли не в слезах ее умоляла, чтобы я не пошла сегодня в школу. Регулярно я говорила, что у меня болит сердце. И реально до недавних пор я не понимала, что мне просто было тревожно. Ведь у меня реально было странное ощущение в груди, будто бы болело сердце. Но я просто не могла это свести с тем, что это могла быть тревожность, а не мои проблемы с сердцем. Ведь я 1000 раз сдавала анализы, и у меня все было нормально. Много раз я уговаривала маму не идти, у меня реально, утром болело сердце, мне настолько не хотелось, настолько было плохо от мысли того, что я пойду в школу, иногда, что я вообще была готова сделать все, что угодно, чтобы туда не идти. Также периодически бывало такое, что я выходила в школу, допустим, не удалось договориться с мамой, я иду, и вот это волнение у меня все поднималось выше и выше и выше. И я думала, так, у меня сегодня нет контрольных, я ничего не пропущу, и я просто сворачивала. Прямо перед школой я поворачивала, не знаю, грубо говоря, направо, уходила во дворы какие-то, гуляла по дворам, и идти особо некуда было, потому что, в школу сколько, на 8, на 9, еще все закрыто, чаще всего довольно холодно в это время. Я просто скиталась по району очень часто, с дикой паранойей, что меня кто-то найдет. Так было в мои школьные годы, потом, когда я училась во Франции, я была чуть более ответственной, поэтому вообще во Франции прогуливать уроки очень сложно, поэтому такие штуки проворачивать у меня не получалось, но я все равно ощущала постоянно тревожность. И очень часто это все усугублялось. В самом университете я этого не ощущала, но ощущала дома, потому что у нас там были свои проблемы, неважно. И также у меня были прям вот такие панические атаки, чаще всего перед школой, перед моей первой стажировкой. Это было вообще одни из самых худших панических атак и тревожности в моей жизни, насколько мне не хотелось туда идти. И сейчас в взрослом возрасте я занимаюсь актерством, это очень тревожная работа, и мне кажется, что я тревожилась так много, потому что у меня была куча всяких кастингов, много раз я могла опозориться, как мне казалось, допустим, например. И вообще, вы настолько постоянно проходите через какой-то кринж, что в какой-то момент вам уже становится, в принципе, все равно. Я как-то адаптировалась,
я, конечно, сейчас еще поделюсь своими советами, но, в принципе, и моей социальной тревожности стало гораздо меньше, и просто я научилась немного пресекать вот это вот все чувства. Тем не менее, как я уже и сказала, в этом году все вернулось. И помимо того, что на фоне войны, естественно, я очень сильно переживала, паниковала, тревожилась по поводу всего, думаю, не стоит углубляться, вы и так, наверное, понимаете, насколько это все плохо и ужасно. И люди, которые через это все лично прошли, я тоже не хочу вас триггерить. Хотела рассказать про такой вообще довольно глупый случай, чтобы вы почувствовали себя менее глупыми. С войной все понятно. Это хотя бы похоже на причину, по которой можно тревожиться. И опять же, я надеюсь, что у всех, кто через это прошел, есть хоть какая-то возможность обратиться к специалистам. Не стоит на это забивать и с этим затягивать, если вас что-то беспокоит. Так вот. Случай, который со мной произошел не так давно, когда я ездила в Германию к друзьям. Буквально за день до этого у меня умерла собака. И, в общем, мое эмоциональное состояние было очень странным. Я не смогла даже полностью отдаться эмоциям. Я как-то очень попереживала, но очень короткий период времени. У нас была моя подруга, мы что-то гуляли, и, в принципе, я отвлеклась очень хорошо. И в поездке точно так же, я отвлекалась прекрасно. И вот наши друзья были очень добрыми и дали нам, мне и моему парню, по велосипедам, и мы отправились в очень-очень-очень-очень длительную поездку на велик. И если что, я хоть в детстве и каталась на велике каждый день очень много, но все-таки я каталась больше по своему району, да, это было 100 лет назад. Знаете, всякие вещи такие легко забывают. У меня перегрелась камера. Извиняюсь, продолжаем. Я была не готова к тому, что мы будем ехать так долго, и из-за того, что мое эмоциональное состояние было не очень хорошим, не очень стабильным, я очень сильно переживала и тревожилась на этом велосипеде. Мне было очень страшно, хотя я понимала, логически себе отдавала отчет, как часто бывает у людей, которые испытывают тревожность, ты вроде как понимаешь, да, что тебе не стоит переживать, это же какая-то фигня. Но при этом ты все равно переживаешь и нервничаешь. И вот, и я очень сильно переживала. В какой-то момент я остановилась на велосипеде, а мы ехали в гору, очень много километров, и мне было очень страшно почему-то ехать на этом велосипеде, потому что потом надо было бы ехать с горы, и я постоянно об этом думала и очень сильно накручивала себя. И в какой-то момент я остановилась посреди дороги, и мне просто надо было подышать. Вот реально, у меня была настоящая паническая атака. И, естественно, мои друзья сразу остановились, поехали ко мне, посмотреть, что происходит. Мой парень подошел, мне от этого стало еще хуже. Ну, в общем, такая была глупая ситуация. Сейчас, конечно, я думаю, жалко, что, конечно, так произошло, но это было совсем мне не подконтрольно. Именно из-за того, что мой эмоциональный, в общем, психологический фон уже был не очень хорошо настроен, так сказать. И у меня вообще такое бывает, что когда какие-то очень яркие эмоции я испытываю, и если у меня не очень стабильная психика в этот момент, то, скорее всего, я буду чувствовать себя очень тревожно, нервничать или все в этом роде. Мне хочется сказать очень много в этом видео, но я также не хочу, чтобы оно было слишком длинным, поэтому, если что, запишу еще одно видео, если оно будет недостаточно информативным. Но пришло время поделиться небольшими советами, которые помогают лично мне хоть чуть-чуть успокоить свою тревогу. Первый же совет, первая вещь будет очень банальной. Скорее всего, вы это уже 100 000 раз слышали. Когда я испытываю тревожность, например, дома, мне помогает подвигаться, сделать что-то, пойти прогуляться. Например, если с ведомой или без какой-то определенной причины мне прям очень тревожно, я могу просто выйти на улицу и пройтись хоть даже по району. И всем очень рекомендую, если у вас есть возможность отвлечься от своих каких-то дел, просто пойти подышать свежим воздухом, посмотреть на дома, деревья, на что угодно. Сменить немного обстановку, да либо хотя бы просто спуститесь на первый этаж и поднимитесь. Насколько я знаю, подвигаться действительно на физическом уровне немного помогает вам расслабиться, потому что многие люди, например, когда испытывают тревогу, могут дергать ногой, рукой, головой, ходить по комнате, например. Это тоже все люди делают, иногда даже неосознанно, чтобы немного спустить вот эту вот тревожность и напряжение. Вот. И мне это действительно помогает, либо что-то поделать, порисовать,
порисовать, посмотреть, поиграть, но лучше всего выйти на улицу, подышать свежим воздухом. И раз уж мы затронули тему дыхания, естественно, есть различные техники дыхания. Я сама не использую чего-то определенного, но есть, например, очень известная техника, называется 3-7-8 дыхания. Я не знаю, как на русском. И суть в том, что вы вдыхаете воздух на протяжении 3 секунд, держите его на протяжении 7 секунд и выдыхаете на протяжении 8 секунд. И таких всяких методик очень много, выбирайте, какая вам больше всего нравится. Я обычно делаю просто 3 очень глубоких вдоха и выдоха, соответственно. Подышать тоже на физиологическом уровне помогает немного снять стресс. Потому что вся эта излишняя тревога — это стресс для вас и для вашего организма в том числе. Потому что ваш мозг, он думает, что сейчас какая-то опасность, что вам надо будет сейчас бежать, или что вы сейчас умрете, и испытываете страх. Это же все специальные ответные реакции, которые должны нам помогать, наоборот, чтобы наш организм понимал, что вот сейчас какая-то опасная ситуация. Ну, естественно, у всех у нас случаются баги в голове. А также я могу с чистой совестью вам посоветовать ничего не гуглить из своих симптомов. Если вы ощущаете странное чувство в животе, не надо это гуглить, чтобы прочитать, что у вас рак желудка, потому что, скорее всего, это не так. И, возможно, после прочтения данной информации в интернете у вас живот заболит еще больше, а заболит он именно потому, что вы будете чувствовать тревогу. И так случается очень часто у тревожных людей, что они все гуглят, будь то проблемы психологического характера, либо физиологического. Например, моя мама тоже тревожный человек, извиняюсь за личную информацию, и она очень любит гуглить всякие симптомы. Например, она кашляет, и она загуглит какой-то симптом, и она после этого очень сильно тревожится. И я, конечно, тоже так делала, поэтому прошла через 7 кругов ада вот этой вот нарастающей тревожности, которая становится все больше и больше от того, что вы читаете в интернете. И, к счастью, я сама себя приучила. Если меня что-то тревожит в моем организме, что-то идет не так, я сразу же иду к врачу. И на таких штуках экономить точно не стоит. И я также приучила свою маму, конечно, она любит по-прежнему гуглить какие-то вещи, но также она в 100 тысяч раз чаще начала ходить к врачу, излечила очень много болезней, с которыми затягивала, и сейчас, надеюсь, что живет более полноценной жизнью, без постоянных тревог по поводу здоровья. Такое тоже часто случается у людей, у которых хронические заболевания. У меня нет таких заболеваний, но я также знакома с людьми, которые через это проходят. Но думаю, все как одно согласятся, что гуглить самому это всегда приводит только к худшему. Сходите к врачу, сходите к нескольким врачам, так будет лучше. Если они вам говорят, что все нормально, то, скорее всего, все нормально. Следующий пункт. Так же, как и с социальной тревожностью, к сожалению или к счастью, надо начинать с малого. Надо преодолевать свои какие-то, хотя бы самые маленькие страхи для начала. Если вы боитесь позвонить в ресторан, но также вам надо еще пойти на какую-то бизнес-встречу, сделать еще что-то, прокатиться на самокате, не знаю, начните с самого простого, допустим, позвонить в ресторан. Чем больше вы будете по чуть-чуть преодолевать свои страхи, пусть даже это действительно стресс для вашего организма. Мы же живем в обществе, мы не можем просто взять и полностью от него абстрагироваться, это ни к чему хорошему не приведет. А в обществе очень много стрессов и вещей, которые вызывают тревожность, поэтому можно вот так по чуть-чуть пытаться их преодолевать. Мне в свое время это очень сильно помогло. Как я уже и сказала, актерские курсы, всякие кастинги, они помогли мне как и с тревожностью в целом. Я понимаю, что нет смысла нервничать, потому что это ничего не изменит и только сделает хуже. И прежде чем вы начнете писать комментарий, конечно же, я понимаю, что иногда это просто невозможно контролировать. Опять же, как и с социальной тревожностью, все, что нам остается, это быть для себя самым лучшим другом, успокаивать себя, 1000 раз себе говорить, ничего страшного не будет, даже если я опозорюсь. И вообще, почему я должна опозориться? Я это умею или я это не умею, это все не важно. В нашем мире это все не важно. Если вы не стоите в поле с медведем, все остальное не так важно.
Ну или если это не какая-то военная ситуация. Да и даже там, скорее всего, вы вряд ли что-то сможете изменить. Может, для кого-то это звучит депрессивно, меня лично эта мысль успокаивает. Если я ничего не могу изменить, то да и пофиг, в принципе, да? Я шучу, опять же, я не врач. Тупой совет, который я очень не люблю, но, к сожалению, он действенный. Это постараться ограничить себя немного от вещей, которые очень вас триггерят. Например, если вы читаете новости каждую секунду, и уж поверьте, я там была. Я читала новости как настоящий работник СМИ 24/7. Я знала каждое событие, по-моему, которое происходило из всех этих новостных каналов. И в какой-то момент я осознала, что я просто, во-первых, я не могу делать другие вещи, да, я вообще не хотела читать ничего другого, потому что у меня уставали глаза, у меня уставал мозг от чтения новостей, и я вообще не хотела не потреблять никакой контент, кроме новостей. Это тоже не очень нормально. Как я уже сказала, вы ничего не измените, самые большие новости до вас и так дойдут, и я знаю, что, скорее всего, не читая новости, вы испытываете чувство вины, но, опять же, к сожалению, это только у вас в голове. Никто не узнает, никто вас даже не будет винить в том, что вы не узнали сегодня какую-то небольшую новость. Самые большие и важные вы узнаете и так. Также, возвращаясь немного к пункту дыхания, очень многим помогают различные методики йоги и медитации осознанности. Я еще сама этого не пробовала, но были исследования, которые показали, что медитация осознанности помогает снижать кортизол в организме. Более детально про это вы можете почитать внизу, я постараюсь приложить ссылки. Но можно начать знакомление с медитацией осознанности с такого небольшого упражнения, и мне кажется, что оно очень прикольное и может хорошо помочь. Когда вы чувствуете себя тревожно, вы можете посмотреть вокруг себя очень внимательно и найти какой-то предмет естественного происхождения. Например, ваш цветок на балконе или яблоко, что угодно, что имеет естественное происхождение. Максимально сфокусируйтесь на этом предмете, внимательно осмотрите его, изучите, подумайте, а какова его история, откуда он взялся, как он появился и так далее. Это нормально, что у вас мысли будут периодически улетать вообще в другое русло. Просто попытайтесь опять вернуться к этому предмету. И буквально за 5 минут в идеале ваш уровень тревоги должен чуть-чуть снизиться. Что ж, видео, наверное, уже пора заканчивать. Еще очень много есть чего, что я бы хотела рассказать. Ставьте лайк, если вам понравилось, и пишите в комментариях свой опыт с данной проблемой. Также пишите, что бы вы еще хотели обсудить. Может, я что-то забыла упомянуть или про что-то рассказать, что можно было бы упомянуть в следующем видео. Всем спокойной, нетревожной жизни. Надеюсь, что вам все равно понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Пока-пока!